Чернобыльские волки могут противостоять раку. Ученые выяснили, из-за превышения нормы радиации в иммунной системе животных произошли изменения и появились устойчивые к раку геномы. И это может помочь преодолеть заболевание и у людей. Однако дальнейшим исследованиям мешают боевые действия в Украине. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Очередной скандал в ООН. Цахал обнаружил тоннель Хамас под штаб-квартирой агентства помощи палестинским беженцам в Газе. Отсюда они руководили большей частью боевых действий. И снова кадровая ротация в украинской армии. Зеленский назначил заместителей главкома ВСУ і глави Генштаба по дронам і інноваціям. Сьогодні весь день проводив наради з військовими, з військовим керівництвом та урядом. Продовжуємо перезавантаження команди управління у силах оборони. Художник Василий Слонов под домашним арестом из-за неваляшки с тюремными татуировками. Он пытался уехать в Казахстан. В странной форме, такой карикатурной, да, чуть ли шутовской форме, он имел право говорить правду. Дорогие подписчики, не проходите мимо. А если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит Ютубу о том, что мы вам интересны. И это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям. Новый скандал, в котором замешана ООН. Террористы Хамас руководили боевыми действиями из тоннеля под штаб-квартирой ООН в Газе. Пункт разведки обнаружили военные армии Израиля. Офисное помещение со остальными сейфами и компьютерными серверами Хамас снабжалось электроэнергией именно из квартиры штаба Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. В Цахал заявили, длина этого подземного хода около 700 метров, а находится он на глубине 18 метров. Это одно из центральных командований разведки. Это одно из подразделений разведки Хамас. Отсюда они руководили большей частью боевых действий. Это их подполье. Тем временем в Бапор заявили, организация впервые слышит о пункте разведки Хамас под их штабом, а, мол, сотрудники агентства покинули здание еще 12 октября, то есть после нападения Хамас на Израиль. А поэтому они не могут ни подтвердить, ни опровергнуть находку армии Израиля. Такие заявления в СМИ заслуживают проведения независимого расследования, которое в настоящее время невозможно провести, поскольку Газа является зоной активных боевых действий. Ранее израильская разведка сообщала, как минимум 12 сотрудников организации Бапор были причастны к нападению Хамас на Израиль 7 октября. После этих заявлений более 10 стран сообщили, что прекращают финансирование этого агентства ООН для помощи палестинским беженцам. И снова кадровые ротации в украинской армии. Зеленский назначил заместителей главкома ВСУ и главы Генштаба по дронам и инновациям. Эти должности заняли Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко. Об этом Зеленский сообщил во время очередного обращения к гражданам страны. Главой сухопутных войск, который ранее возглавлял новый главком Сырский, назначен Александр Павлюк. Кроме того, командующим объединенными силами вместо Сергея Наева назначен Юрий Садоль. Главой десантно-штурмовых войск вместо Максима Миргородского назначили Игоря Скибюка. Командиром сил территориальной обороны стал Игорь Плахута. Сьогодні весь день проводив наради з військовими, з військовим керівництвом та урядом. Продовжуємо перезавантаження команди управління у силах оборони. Тепер до виконання нових обов'язків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні. Украинское ПВО отразило очередную массированную российскую атаку дронами. В воздушных силах сообщили, что сбили 40 беспилотников из 45 запущенных. Как и ранее, шахеды россияне запускали из оккупированного Крыма. Эта атака длилась более 5 часов. Известно, что повреждены агропромышленные объекты, жилые дома и газопровод на юге Украины. Заходили дроны на атаку, как правило, с моря. Но в целом рассредоточенность групп была такой же, как и обычно, то есть тактику враг выдерживает ту самую, максимально истощать системы противовоздушной обороны, перенапрягать их для того, чтобы найти все-таки ту лазейку, которая приведет к результату, поставленному при получении ими боевой задачи. В
Харькове день траура по погибшим от российской атаки, которая произошла накануне. Заживо в своих домах сгорели 7 человек. В частности, жертвами обстрела стали 35-летняя прокурор Ольга Путятина, ее муж, а также трое сыновей: 4-летний Миша, 7-летний Леша и 10-месячный Паша. Кроме того, в пожаре погибла еще одна семейная пара, которая не смогла вырваться из захваченного огнем дома. Всего от атаки беспилотников по нефтебазе в Харькове пострадали 57 человек. Сгорело 15 домов. Там взрыв вот, на той улице горит. Зарево сильное. Мне говорит, такого не было никогда. А потом она перезвонила через 15 минут и сказала, что уже дом. Уже в марте Украина может столкнуться с дефицитом ракет для своей противовоздушной обороны. К такому выводу пришли аналитики Американского института изучения войны. Причины просты: перебои с оборонной помощью от партнеров Украине, а также усиление российских воздушных атак. Если союзники продолжат медлить с необходимой помощью, это позволит российской армии еще агрессивнее атаковать украинские войска и гражданские объекты. В то же время в Пентагоне заявили, что в рамках инициативы содействия безопасности Украины продолжат поставлять снаряды для ПВО. Есть определенные возможности, которые были заключены по контракту с USAI, включая некоторые возможности противовоздушной обороны. Мы также продолжим очень тесно сотрудничать с союзниками и партнерами с точки зрения определения потребностей Украины, а затем работать с ними, чтобы помочь облегчить этот процесс. Военные эксперты говорят, что оккупанты постоянно анализируют свои ракетные и дроновые атаки, чтобы повысить их эффективность. Однако ВСУ довольно хорошо справляются и отражают эти удары. Потенциал противовоздушный, противоракетный у нас возрастает. Хотя, конечно, закрывать все принципиально ни в одной стране невозможно. К сожалению, у нас тоже нет возможности особенно выполнить полностью эту задачу, особенно по баллистическим ракетам. Противник производит разведку районы, где у нас сосредоточены, пытается выявлять именно зенитно-ракетные комплексы с противоракетными возможностями и не бьет по этим районам, а бьет по другим, и тогда баллистические ракеты, к сожалению, достигают цели. Шантаж и уговоры. Неизвестные под видом силовиков массово пишут живущим за границей белорусам и требуют вернуться. По данным правозащитников, хоть силовики и обещают поблажки, ничего хорошего из таких возвращений не выходит. В 2023 году после проверок на границе были задержаны более 200 человек, которые решили вернуться домой. Подобные просьбы о возвращении могут быть связаны с концепцией миграционной политики, которая была недавно принята в Беларуси. Основная цель его — запугать, деморализировать, создать максимальное количество проблем, отомстить. Это крайне мстительный человек, он получил большое душевное ранение в 2020 году, и неизвестно, когда он сможет залечить свои душевные раны. Да, люди не могут вернуться в Беларусь, получить паспорт, и для них это создает проблемы. Более того, для основных своих противников Лукашенко ввел такую меру, как конфискация имущества. На данном этапе накладывается арест за то, что человек вот где-то как-то себя проявил, участвовал не то что в оппозиционных организациях, мог просто где-то высказываться даже в эфире критически в отношении Лукашенко. Возбуждается уголовное дело. И сегодняшнее законодательство позволяет им наложить арест на имущество с последующей его конфискацией через проведение заочных судебных процессов. Такие процессы начались еще в прошлом году, и сейчас десятки людей проходят по уголовным делам через суды, не имея возможности ни апеллировать к суду, ни нанять адвоката, ничего, получают сроки от нескольких лет до 25 лет. Российского художника Василия Слонова отправили под домашний арест из-за фото-неваляшки с тюремными татуировками. Октябрьский суд Красноярска решил, что он повторно продемонстрировал запрещенную символику. К художнику пришли с обыском. После этого Слонов решил уехать в Казахстан, но его задержали прямо в аэропорту. Скандальную известность Слонов приобрел задолго до создания неваляшки уголовницы. Среди работ художника есть снеговик в форме танка, злобный чебурашка, матрешка с полицейской дубинкой и многое другое. То есть он был известен тем, что в такой странной форме, такой карикатурной, да, чуть ли в шутовской форме, он имел право говорить правду. И Слонов реализовывал вот эту стратегию. Он был юродивый.
настоящий юродивый художник, который на самые острые темы, но он даже не критиковал власть, а просто он высказывался, так он обращал на них внимание. И, как-то это было можно. А сегодня этого уже нельзя. То есть ни этого, никакой другой стратегии художественной нельзя, потому что органы вообще не различают. То есть для них послание, там, манифест, который подписывают политики, и вот такое высказывание художника – это одно и то же. В Белграде во время футбольного матча Суперлиги болельщики «Цервены Звезды» устроили акцию поддержки России. Сначала раскрасили трибуну десятками триколоров, пропели гимн клуба на мотив «Калинки-малинки» и завершили свой перформанс скандированием кричалки «Русские и сербы, братья навек». На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или же по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!